Подготовка ко дню рождения. Недавно чуть не сожгли дворец, теперь дроны ВСУ попали в другой объект, принадлежащий Путину. Куда летели российские БПЛА? Представители администрации Трампа вступили в заочный спор. Взрывы под Киевом, поезда остановлены, пассажиры эвакуированы. Бойцы Мадьяра продолжают демилитаризацию авиации агрессора. Уничтожен уникальный и дорогой летательный аппарат. Очередная провокация. Россия расчехлила «Искандеры». На столицу какой европейской страны прицеливались? Консульство закрыто. Россиянам перестали выдавать визы. Путин унизил Медведева. Хозяин Кремля невысоко оценил бывшего президента. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Украинские дроны не знают выходных, они продолжают свои атаки на российскую нефтянку, но удар по такой цели нанесен впервые. Дроны поразили Киришский НПЗ в Ленинградской области. По оценке Роберта Броуди, командующего силами беспилотных систем Украины, завод входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны-агрессора. Этот НПЗ способен перерабатывать около 20 миллионов тонн нефти в год. Экселинова Плюс опубликовал видео и фото, на которых виден пожар на НПЗ. Паблик предположил, что уже на следующий день в Санкт-Петербурге начнется движуха на АЗС. По данным телеграм-канала, на Киришском НПЗ дроны поразили установку первичной перегонки нефти. Губернатор Ленинградской области Дрозденко назвал атаку упавшими обломками и заявил, что пожар уже потушен. Российский журналист Иван Яковина, работающий в Украине, считает, что данная атака – это большая удача. Во-первых, это самый мощный современный НПЗ в европейской части РФ, а во-вторых, этот завод, как и вся компания «Сургутнефтегаз», фактически является личной собственностью Владимира Путина. Подожгли ему свечной заводик, так сказать. Если честно, я был уверен, что это событие случится поближе к 7 октября, дню рождения фигуранта. Но я не жалуюсь, чем раньше, тем лучше. Похоже, ВСУ уже начали создавать атмосферу праздника и присылать зажигательное поздравление хозяину Кремля. Может, и вы в комментариях ему чего-нибудь пожелаете. Чрезвычайная ситуация на железной дороге возле Киева. Несколько поездов пришлось развернуть. Власти не уточнили, что случилось, но в медиа пишут о детонации боеприпасов. Взрывы вблизи столицы Украины раздались около полуночи, хотя воздушной тревоги в тот момент не было. Начальник областной военной администрации Николай Калашник тоже подчеркнул, что взрывы не связаны с воздушными атаками России. По неофициальной информации известно, что в районе села Калиновка сдетонировали боеприпасы во время перевозки по железной дороге. Рядом двигался пассажирский поезд номер 730 Харьков-Перемышль. В результате взрыва повреждена контактная сеть, и из-за отсутствия напряжения поезд остановился. По информации СМИ, пассажиров срочно эвакуировали в близлежащую лесополосу. 3 женщинам оказана медицинская помощь, но это не связано с ранениями, а в связи с острой реакцией на стресс. Укрзалезница проинформировала, что ряд поездов, которые должны были следовать через станцию Боярка, перенаправили по другому маршруту. Не только Дональд Трамп считает, что прилет российских дронов в Польшу мог быть ошибкой. В похожем ключе высказался и государственный секретарь США Марко Рубио. Нет никаких сомнений в том, что беспилотники были запущены преднамеренно. Вопрос в том, были ли беспилотники направлены конкретно на Польшу. Правда, Рубио сделал ряд оговорок. Как бы то ни было, этого не должно было произойти. Я не думаю, что кто-то рад этому. Вы видели, как НАТО отреагировало на это соответствующим образом. Мы не хотим, чтобы подобное повторилось. Мы считаем это неприемлемым, досадным и опасным развитием событий. А вот другой представитель администрации Трампа, Кит Келлог, считает иначе. Спецпосланник президента США заявил, что атака на Польшу осталась без должного ответа, равно как и недавний удар по американскому предприятию в украинском Мукачево. Залетело 19 дронов. Это не может быть случайностью. Может быть одна ошибочная цель, может 2, но не 19. По мнению Келлога, Владимир Путин действует целенаправленно. Он посылает сигнал и хочет услышать ответ. Может ли он еще дальше сдвинуть предел?
Выступая на 21-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Украине, генерал Келлог сказал еще много правильных слов. Вопрос только, слышат ли его в Белом доме. Крупный успех сил беспилотных систем Украины. О нем отчитался сам командующий Роберт Броуди. Украинские защитники каждую ночь сбивают десятки и даже сотни беспилотников врага. Но в этот раз подчиненные Мадьяра уничтожили редкую российскую птичку БПЛА «Орион». Это ударно-разведывательный дрон с размахом крыльев 16 метров, боевой частью в 200 килограмм и стоимостью в несколько миллионов долларов. За 3,5 года полномасштабного вторжения украинские защитники из рядов Птахи Мадьяра сбили более 1500 различных БПЛА оккупантов. Это Орланы, Залы, Суперкамы, не говоря уже о Шахедах, Герберах и Ланцетах. Броуди намекнул, что Орион его бойцы оставляли себе на десерт. Украинские защитники и раньше сбивали эти дроны, правда, буквально по одному в год. Но это происходит не из-за неких уникальных характеристик этого БПЛА, а потому что агрессоры довольно редко его используют из-за высокой стоимости. Тем временем в тылу захватчиков продолжается рельсовая война. На железнодорожных путях в Орловской области произошел взрыв. Об этом сообщил губернатор Андрей Кличков. По его словам, при проверке путей обнаружили взрывные устройства. Судя по результату, уже после того, как они сработали. Погибли 2 росгвардейца и еще 1 ранен. Взрыв вызвал задержку десятка поездов. Провели партизаны и диверсию на железнодорожной дороге в Карачаево-Черкесской республике. АТЭШ отчитался об уничтожении релейного шкафа в Адыс-Хабальском районе. Эта железнодорожная ветка используется для переброски боеприпасов и военной техники с промышленных предприятий Северного Кавказа в Ростовскую область, а затем на фронт в Украину, сообщили партизаны в своем телеграм-канале. Благодаря диверсии движение поездов нарушилось, что привело к задержке поставок боеприпасов, отремонтированной техники и живой силы для ротации. Провокационные военные игры России и Беларуси «Запад-2025» продолжаются. В сеть попал момент развертывания пусковой установки «Искандер-М» прямо посреди шоссе в Калининградской области. Украинский портал «Милитарный» утверждает, ракеты нацеливали в направлении Варшавы и Люблина. Видео с «Искандером» опубликовал канал Clash Report, а осинтеры сообщества «Киберборошно» определили, что оно было снято на автодороге Е28 севернее населенного пункта Кудрявцево, примерно в 35 километрах от границы с Польшей. «Искандеры» появлялись в российском анклаве с 2007 года, а с 2018 на постоянной основе. Они несут потенциальную угрозу целому ряду стран Балтийского региона. В июле командующий силами США в Европе Кристофер Донахью рассказал, что у НАТО разработан план на случай российской атаки из Калининградской области. Американский генерал тогда заявил, что этот регион России может быть стерт с лица земли с невиданной ранее скоростью. А пока силы Североатлантического альянса в ответ на Запад-2025 начали свои учения. Гранд Игл-25. НАТО отрабатывает сценарий по переброске войск в Литву. В командовании блока добавили, что учения Гранд Игл-25 имеют цель повысить боеготовность и оперативную совместимость союзников, укрепляя восточный фланг НАТО. Самой Литве пришлось поднимать в воздух истребители НАТО. Это произошло из-за нарушения правил полетов российскими самолетами. Как уточнили в литовской армии, самолеты Альянса дважды срывались с аэродромов для наблюдения и сопровождения российских воздушных судов. Самолеты РФ летели с выключенными радиолокационными автоответчиками и без планов полета. Ранее министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что в случае любой провокации его страна готова немедленно закрыть границу с Беларусью. Увидеть архитектуру Барселоны и пляжи Коста-дель-Соль россиянам в ближайшее время будет труднее. Генконсульство Испании в Москве приостановило прием заявлений на оформление виз. Причина не называется, равно как и сроки. Согласно статистике Еврокомиссии, за прошлый год Испания выдала гражданам РФ 111 тысяч виз, уступая лишь Италии и Франции. Доля отказов в ее консульстве составила 13%. Всего в 2024 году шенгенские визы получили более
более полумиллиона россиян, что существенно больше, чем показатели 2023 года. В середине июня Испания и Франция ужесточили порядок въезда для россиян и белорусов, ограничив возможности безвизового транзита. Накануне появились сообщения, что Еврокомиссия рассматривает возможность введения квот на выдачу шенгенских виз туристам из РФ, увеличение сроков рассмотрения заявлений и консульского сбора. Речь шла о том, что такие меры могут быть приняты в декабре 2025 года, но, возможно, события начали развиваться стремительнее. Не все награды в России собирает семья Кадыровых. Что-то перепадает и бывшим президентам. Владимир Путин наградил Дмитрия Медведева орденом за заслуги перед Отечеством. В соответствующем указе говорится, что Медведев отмечен за большой вклад в укрепление государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Награда нашла героя в день его 60-летия. Путин не уточнил, за какой период наградил своего старого соратника: за время его президентства, премьерства или за деятельность на посту председателя Совета Безопасности Российской Федерации. Возможно, Путин оценил наконец-то деятельность Медведева в качестве начинающего скандального блогера. Правда, в этой роли этот деятель скорее не укрепляет безопасность, а создает опасность. Недавно из-за одного его поста Дональд Трамп выслал к берегам России 2 ядерные субмарины. Слова Медведева президент США тогда назвал глупыми и подстрекательскими. Во всяком случае, точно можно сказать, что нынешний хозяин Кремля ценит своего бывшего сменщика не очень высоко. Юбиляру выделили орден самой низкой, 4-й степени. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.